Всем привет! Сегодня с вами я, Телепов Рустем, играю под ником Моу, и я бы хотел поделиться вам с прошедших чемпионатах в Германии. Я думаю, вся команда была расстроена, и все были опустошены, то что мы проиграли самый важный чемпионат для нас, по крайней мере. Мы много обсуждали насчет ошибок, что мы сделали не так, и мы мысленно собирали чемпионат Acer. Мы приехали за день до чемпионата и много обсуждали, какие у нас будут противники и какие карты, соответственно, мы должны пикать и играть. Первые противники для нас попались LGB на данном турнире, и мы к ним очень серьезно подошли. Вы провалили первую сторону за атаку, но смогли собраться и додавили игру за дефенс. Следующие наши противники попались и Battle, которые, кстати, прошли отборы. От них мы такого вообще не ожидали то, что они могут дать нам бой на, можно сказать, нашей карте Overpass. Мы не смогли додавить нашу игру и в итоге проиграли ее. И были опустошены, разочарованы, потому что буквально следующие наши были противники Титан, и мы к ним были готовы были проходить квоту после Титан. В сетке лузеров первая игра нам попалась против Gamers 2, которых мы, в принципе, хорошо знали и на ланов со StarLadder, и из других чемпионатов. Ну и, в принципе, мы готовились и знали, что мы сможем обыграть их на карте, которую мы готовы. Карта попалась нам кэш, мы ее сами напикали, и в итоге мы уверенно отыграли игру и выиграли. Дальше нам попались снова команда LGB. Карта вышла Инферно, и все пошло сразу не так. Мы проиграли наши пистолетные, мы проиграли все важные бай-раунды, и мы просто не смогли закрыть игру, и за дефенс отдали очень много раундов, что за атаку нам не дало собраться и выиграть игру. После этого мы собрались всей командой, обсудили все наши ошибки. Мы были сильно разочарованы, потому что это был самый важный для нас чемпионат. Я считаю, что наша ошибка была пик Инферно, так как мы ее тоже хорошо всегда играли, и мы были, в принципе, готовы ее играть. Но, как я понял, LGB — это такая команда, то ли полумикс, которые были готовы играть почти все карты, и я думаю, они были не готовы, то что нас обыграют, и сами для себя удивленно бегали как микс, и у них все получалось просто. А мы как команда зажались и не смогли что-то предоставить этой команде. После ESL мажора мы не поехали домой, так как у нас был чемпионат в Крефилде. Мы поехали на буткемп в Крефилд, где нам Acer Predator предоставил офис, где мы сможем буткемпиться и отыгрывать пару официальных наших игр, которые нас ждали по приезду в Крефилд. Хотел бы сказать огромное спасибо руководству Acer, то, что нас так хорошо встретили, показали, где наш офис-база, где мы будем тренироваться, и дали нам местечко. О самом буткемпе я бы хотел вам рассказать, то, что мы поняли после мажора такую ошибку, то, что нужно играть более раскованно, так как и как полумикс, и как команда, собираться в нужных моментах. И мы играли все ESI, всякие миксы, и даже толком не тренировались, а просто нарабатывали такую микс-игру. Первый день чемпионата нам попали соперники Dignitas, мы о них знали, это для нас не очень удобный, так можно сказать, соперник. Мы пытались себя настроить, мы подготовились к игре, разобрали, как они играют, как мы играем, что нужно сделать, но не могли собраться еще после ESL мажора, и так вот плохо отыграли первый день и попали в сетку лузеров. Буквально в этот же день вечером мы узнали, что наши соперники будут следующие TSM, чему были сильно удивлены, так как они считаются фаворитами этого турнира, и их выбили наши друзья из Болгарии, Ефраг, что было неожиданно для нас самих. К игре TSM мы подошли более расслабленно, так как знали что они явные фавориты, и мы просто готовились дать им бой и показать на все, что мы способны. Чем и удалась очень легкая игра для нас, и мы смогли легко ее обыграть.
и мы радовались, и мы смогли поверить в свои силы, то, что мы можем вернуться еще на этом чемпионате и показать всем бой. После победы над ТСМ мы стали чувствовать себя уверенно, и мы были очень рады и налегке обыграли команду СК и Dignitas. Третий день для нас вышел самый тяжелый и самый, можно сказать, ответственный, так как первая игра нас ждала команда Ефраг, которую мы очень хорошо знаем. Мы играли с ними нереальное количество праков и знали, на что они способны. Но мы смогли выиграть и обыграть их. После нас ждали команда Mosport, и нас шокировал формат BO7, то, что нам нужно было обыгрывать команду Mosport 4 карты, а им же выиграть 3 карты, еще у них преимущество в одной карте и в пике, что для нас было вообще нереально, так как мы готовились в больших степени к мажору и готовили определенные там 4 карты, и 3 карты мы вообще не были готовы играть, тем более с командой, да, Mosport. Первая карта у нас вышла кэш, где это был наш пик, мы были серьезно готовы к нему, но, как обычно, у нас были ошибки, так как команды, так и личные, и мы отдали эту игру, но мы не расстроились, так как знали, следующая карта для нас Dust 2, это был их пик, и на этом турнире вообще Dust 2 для нас хорошо вышел, так как мы обыграли всех команд, мы справились и выиграли, и хорошо обыграли. Третья карта нас ждала. Наша не самая удачная вообще, наверное, в Германии карта, это Overpass, где мы смогли только обыграть LGB на мажоре, и тот дали камбэк. В этом же случае с командой Mousesports они нам дали камбэк и смогли обыграть, но мы не расслабились, мы расстроились, конечно, но не опустили руки и собрались на следующих оставшихся картах. И смогли каким-то чудом выиграть, обыграть и наконец-таки выиграть чемпионат. Хоть не мажор, но мы смогли и выиграли этот чемпионат. Мне понравилась система проведения, то что команды сидели лицами друг друга, и мы могли их видеть или показывать какие-то там вещи, или как кучер там подбадривал нас и там загонял других противников. Мы могли с командами соперничать и в игре, и эмоциями, и видеть эмоции других противников, как они себя ведут. Я, кстати, сидел параллельно, считавшимся лучшему к этому турниру игроку Nexus, и я видел, как он в первой игре там раздавал, чувствовал себя уверенно, но в последующие игры я видел его волнение, и это давало какой-то буст, какую-то уверенность, то, что они нервничают, паникуют, они такие же люди, и мы можем легко обыграть их и давить дальше. В первый день, когда мы приехали на Take TV, мы зашли в какое-то место, которое строилось, и мы были слегка шокированы, то, что мы узнали, что будет проходить именно в этом месте чемпионат, и буквально через 4 дня они должны построить студию. Но когда мы пришли на само место проведения первого дня чемпионата, ее обстроили, я был шокирован, что так быстро. Она была уютная, классная, студия реально для геймеров, там были всякие игры, настольные игры. Кстати, нас встретили как дома, нам так и объяснили, заходите в наш дом, мы сняли, как и положено в доме, обувь, нам дали носочки специальные, и мы чувствовали себя дома, и нам в целом понравился чемпионат, как он прошел, какая была обстановка, как вообще Take TV, зона, офис, в общем, было круто. Ну, я бы не сказал, что я прям бы таки стал турнира, может, я настрелял больше всех, но я очень счастлив и рад, что я смог это сделать, я смог преодолеть там всякий неудобный для меня барьер, то, что я смог наконец-то помочь команде выиграть какой-то турнир, для меня это очень важно, и я рад. Что могу посоветовать кому-то или что-то еще? Главное быть в себе уверенным, и вы все сможете. Пребывание в Германии для нас сначала расстроило, а потом мы были все шокированы и рады. В целом, я бы сказал, это удовлетворительно. То, что мы не смогли пройти отборы на мажор, но все-таки смогли собраться и обыграть для нас не столь важный, но очень хороший чемпионат.
Эту победу я бы хотел бы посвятить всем нашим фанатам, всем, кто за нас болел и надеялся, и до конца верил, то, что мы можем. Спасибо вам большое, спасибо также огромное всем нашим работникам, кто помогал, кто участвовал в этом. Также хотел бы поблагодарить всех наших спонсоров, Asus ROG, Twitch. Огромное вам спасибо, без вас мы тоже не смогли выиграть этот чемпионат. Ну, в общем, всем пока, болейте, подписывайтесь на наши социальные сети, hellradio.pro, следите за новостями. Всем пока.